Дорогие друзья, мы приглашаем вас прогуляться по некоторым улицам одного из районов Нового Иерусалима, который начал развиваться с 1984 года. Дорогие друзья, приехав в Иерусалим за посылкой, к нам пришла интересная мысль показать вам один из районов, где живут простые люди. И этот район интересно звучит для уха русскоязычного зрителя — Писгат-Зеев. До шестидневной войны 1967 года эта часть иудейской пустыни была под оккупацией Иордании. После войны включена в состав Иерусалима. По декрету об аннексии Иерусалима того же года аннексирована. В 1984 году, после закона об Иерусалиме 1980 года, приняли решение о строительстве этого района, который соседствует с арабскими поселениями Шуафат, Бейт-Ханина, Хизма и Аната. В ходе строительства были обнаружены древние винодельни, маслодавильни, погребальные пещеры, печи для обжига извести, каменоломни, хранилища для зерна времен Второго храма, миквы и даже остатки монастыря, которые представлены в археологических парках района. Район также соседствует с библейским холмом Гиват-Шауль, высота Саула, где был помазан на царство первый еврейский царь Саул. Но вернемся к современности. Итак, мы на одной из детских площадок района Писгат-Зеев в Иерусалиме. Вообще, вы знаете, район Писгат-Зеев — это самый большой жилой район во всем Израиле, не только в Иерусалиме. Во всем Израиле нет такого района, где такое количество жилых домов, детских площадок и так далее. Вот обыкновенная муниципальная площадка. Мы здесь видим прекрасный бесплатный туалет. Довольно-таки интересно разделен. И обязательно есть место, где можно в жаре июльской, к примеру, попить водички. Давайте проверим, а есть ли здесь водичка вообще. Я бы проверяю. Так, этот кран работает. Следующий проверяем. Работает! Ничего себе, Ларис! И вначале она идет теплая, нагревшаяся, значит, от солнца, а потом более прохладная. Да, водичка есть, туалет есть. А если захотелось, вот, например, с ребенком погулять нам, что мы видим? Ребенок, тебе нравится эта площадка? А покажи дедушке, что вот это за штука такая? Что на ней делать вообще? А ну-ка, покрути-ка меня, Мирюха. Ничего себе, вы видели, что это такое? Так можно закрутиться не на шутку, я вам скажу. Ого! Итак, этот самый крупный район Иерусалима не только по населению и площади разбросан на холмах северо-восточной части города с видом на Иудейскую пустыню. Мы в восточной его части. Улицы здесь названы именами людей, оставившими значительный след в истории Израиля. И сегодня мы гуляем по одной из них. Давай. То есть я тебя могу разогнать, хорошо? Давай. Миш, что это за змейка? Как на ней играет? А это не Змей Горыныч такой? На нем сидеть можно? Нет, не Змей Горыныч. Или это лошадка такая, да? Из веревки? Да, такая лошадка, которая на ней может так кататься. Вот так раскачиваться, да? Да, и тоже можно сильно так, и можно тоже со мной. Даже вот так?
А так не страшно, мотик? Нет. Как настоящий аппетит. О, это ноги качает. На что только не пойдешь ради внучки. Ой, подожди, я боюсь, Мия. Мия, мне страшно, дедушке. Тебе не страшно? Ой, я боюсь. Ты осторожней, пожалуйста. Я из-за нее, за себя боюсь. Так, отличная штука. Так, последние несколько секунд и идем дальше. Давай-ка посмотрим, что здесь есть интересненького. О, вот такие штуки. Угу, пролазить можно. Можно так пройти. Да. Эта часть предусмотрена для совсем маленьких. Угу. Такие штуки, цветочки. Цветочки есть, я смотрю. И выход в такую башню, да? Да, еще есть такие лазерки, Угу. качельки. И вот это еще есть. Всякие тут игрушки красивые. Понятно. Да. Да, Мия, классно. Какую оценку ты ставишь этой площадке? Из 10 баллов. Ну, я ставлю Ага. 9. 9 из 10. Все-таки 1 балл не дотягивает, да? Ну, хорошо. Выглядит, что это не так уж и быстро, но вот так это очень быстро и загружает голову. Но это нормально. Можно встать и крутиться, только когда встаешь. Ну, в общем, как нетрудно догадаться, с площадки мы ушли только тогда, когда Мия наигралась. Вот это закручивается цель. Мы увидели рядом с детской площадкой мусорные баки и решили вам показать. Есть вот такой оранжевый, да? Давайте рассмотрим, для чего. Котиком. Да. Что у нас тут кладется из мусора? Итак, фирма Тамир собирает у нас мусор. Пластиковые, консервные и картонные. Вот 3 вида. Это относительно недавно, только в 2023 году вот его установили сюда. Видим значок, что стекло запрещено. Для стекла есть отдельные баки. Идем дальше. Это классический, обыкновенный муниципальный мусорный бак. Удобство в том, что мусор находится под землей. И если руки, допустим, заняты, то можно вот так ногой нажать. Вот. Мия. Хотела просто посмотреть, как это работает. Пошли. Вот так выглядят автобусные остановки. Возле автобусной остановки обязательно мусорка. И мы идем в самый настоящий парк СМИ. О, попугай поет, слышал? Отлично. Мне нравится прям этот парк. Такой замечательный. Ой, какие красивые грибки, Мия. Давай посмотрим, что это такое. Что это за грибки? В них вода, мы не будем сидеть. Вообще-то это сиденье. В них попала вода. О, да. Ну зато вот здесь можно, и здесь вода. Можно присесть, вот я попробовал. О, хороший столик, Мия, как тебе? Залазить на стол не надо, Мия? Ну так вот, в шахматы, в нарды поиграть, книжку почитать. Очень даже удобно. А еще вся эта пешеходная дорожка разукрашена всякими играми для детей тематическими. Вот видите, всякие вот узоры, лабиринты, по которым можно пройти. Есть следы, делать можно прыжки короткие, как лягушка. Нужно вот так вот. Мия показывает нам, как это все работает. Змейка всяческая. Да. Ну, как-то увлечь детей
динамикой, рисунками, графикой, какими-то заданиями, да? Мне нравятся такие. Что у нас здесь? Ага. А здесь уже новая игра, соответственно, вот прыжки Мия нам показывает, как используется, видите? И по цвету, разный цвет обозначен. Вот Кешер Миспарим, мост с числами. Я пойду сейчас по этому мосту с числами. Так, 7, видишь, как дедушка? 8, 9 и 10. А здесь змейки, Мия. Ты какой выбираешь маршрут? Я выбираю зеленый маршрут. Это камни подъема. Ты должен по этим камням как бы поднимаешься. Какой ты выбираешь, и по нему ты как бы так вот. А здесь нужна скакалка, и по скакалке как бы ты должен скакать. Нет у нас скакалки? Ну, Мия нам симулирует скакалку. И вот так дальше, практически 50 метров таких увлекательных игр. Можно использовать вот этот замечательный. Чуть не упала Мия. Да, ничего. Ну, такие просто хорошая идея, мне кажется. Да, Мия? Нравится тебе? Ребенку нравится. Мне, как взрослому, тоже. Мне кажется, оригинальная идея. Вот тут прыжки. Прыжок в длину. Опа! 1,15 сантиметров. Вот я отметил. Давай, Мия. Мия меня перепрыгнула. 1,23 м. Молодец. Ой. Это тяжело. Вы закончили, ура! Обратите внимание, совсем рядом здесь по соседству находится справа район Пизгадзеев, еврейский, и слева арабская деревня Хизмы. Вот видно прям дома рядышком друг с другом практически. Хизма это уже не Иерусалим, это не территория Иерусалима. А дальше находится вообще Иудейская пустыня, горы и холмы Иудейской пустыни. Итак, дорогие друзья, мы находимся в восточной части Пизгадзеева. Павел сказал, что этот район огромный, самый большой район не только в Иерусалиме, но и в Израиле. Он разделяется на центральный, северный, южный, западный и восточный. Мы в восточном. Пизгадзеев звучит несколько странно, да, для русскоязычного зрителя. Но на самом деле Пизга – это высота. Высота, Зеев – это волк. Так звали Зеев Владимира Жаботинского. И это очень известная историческая личность, которая стояла у истоков создания государства Израиль. Ну и немножко о названии улиц, вернее, о человеке, которому посвящена эта улица. Эта улица самая длинная, вернее, очень длинная, не знаю, самая или нет, Моше Рахмилевичу. Моше Рахмилевич, выходец из Белоруссии, из Могилевской области, получил образование в Европе. Он, собственно говоря, медицинское образование, и, собственно говоря, он стоял у истоков израильской медицины. Был очень хорошим диагностом, а вообще все его научные работы были в области исследований крови. В 1964 году он получил государственную премию Израиля по исследованиям, научным исследованиям, как раз-таки, вот как я сказала, в области гематологии. Он был врачом, личным врачом всем известного Бен-Гуриона, Леви Эшколя и Ицхака Бен-Цви. Когда я проезжал по этой улице Рахмилевича, я долго думал, что же за такая странная конструкция. Может быть, это какой-то рекламный щит. А выяснилось, что это очаровательная скамейка. Если взрослый посетитель или ребенок чуть-чуть устал, он может вот так сесть и перевести дух. У тебя прекрасный, шикарный вид открывается, и ты еще сидишь здесь. Смотрите, показательно. Дети-велосипедисты все в касках. Дедушка, Так, что? я пить хочу. Вот О, так. как раз классный такой краник. Давай здесь попьем водички.
О! Ты меня обрызгала. А что тут происходит? Ничего себе. Что такое происходит? А ну-ка. Да, попьешь такой. А нажми пока, пожалуйста. Вот, здесь попроще. Здесь ты можешь пить. Вот в этом. Давай я тебя подержу, а ты попьешь. Давай, ты можешь пить. Насмеялись, напились из веселого фонтанчика. Можно двигаться дальше. А вот и жилые дома. Застройка преимущественно невысокая. Ну и как видите, все дома облицованы плиткой из иерусалимского камня. Еще один парк для детей и их родителей. В районе больше 50 детских садов, школы, дома культуры, спортивные площадки с тренажерами. Ведь 40% населения здесь младше 21 года. И вдруг, совсем для меня неожиданно, Мия и Паша объявили забастовку. А что? Сейчас в Израиле-то в порядке вещей. Они устали, им жарко. Ну и пусть в машине остаются, а я пройдусь по улице, покажу дома. Дерево пелтоформ, желтое пламя. За время жары подрастеряло свой яркий наряд, жаль. Но полное его цветение роскошно, равно сиреневой жакаранде и красному долониксу. Озеленению в Израиле придается немалое значение, и есть на что обратить внимание. Цены на жилье уточнять не будем, как говорится, не будем о грустном. Слово баснословное вполне себе уместно. За $500 000 здесь ничего не купишь. Иерусалим все-таки, опять же Израиль. На что я обратила внимание и что меня обрадовало, так это поведение хозяев собак. Все, кого мне пришлось встретить на пути, убирали за своими питомцами. Кстати, здесь есть и парк для выгула собак. Чуть позже и его увидите. Эту красотку не могла не захватить в кадр. И вот лестница, на улицу расположением выше. Дома уместились на склонах холмов, одна улица над другой. На противоположной стороне улицы дома более ранней постройки и чуть дешевле. Улицу строили в начале 90-х годов. Магазинчик под домом на перекрестке. Сюда мы ехали за посылкой. А мне захотелось свернуть вглубь, посмотрю, что там. Одна из синагог района, а их немало, на тихой улице имени Мани Шохот. Как и большинство первых строителей Израиля, она родом из Российской империи. На этой улице частные коттеджи для более обеспеченных людей. Посмотрим. Птицы поют, ветер и листва шумят, нарушая тишину. Никого. Вид отсюда сверху великолепный. Интересно, доносятся ли сюда призывы муэдзина из минаретов мечети в соседних арабских поселениях? Первая молитва на восходе солнца. Но это мусульмане должны молиться, а евреи еще могли бы и поспать. Хотя, конечно, привыкаешь ко всему постоянному. Еще одна улица по соседству убегает вниз. Сейчас Иерусалим, да и весь Израиль, растет ввысь. Новое строительство – это высотные дома. Существует также множество проектов по сносу или обновлению старого жилого фонда. Скажу честно, у меня нет желания жить в высотном доме. Мнение нашего сына противоположное. А мне бы поближе к земле, но все субъективно. Снова едем в обратную сторону.
В Пизгадзееве проживает почти 90 тысяч жителей. Есть здесь и большой торговый центр, есть и бассейн, дома культуры, поликлиники, пожарные станции, центр экстренного оказания медицинской помощи, множество всевозможных частных магазинчиков, супермаркеты, парикмахерские, пиццерии и так далее. Про детские садики и школы уже сказали. Дорожное кольцо на одном из въездов на улицу Рахмелевич. Тут же парк для выгула собак. Им же хочется побегать на воле. Несмотря на жару, все же было здорово прогуляться по этой улице. Ящерица работы скульптора Руслана Сергеева как будто вылезла из пустыни и застыла в изумлении. Это что еще здесь такое? В Израиле сирень не растет. Зато растет индийская сирень, лагристремия. Сложное слово, однако. И хоть она родом и не из Индии, а из Китая, и совсем не сирень, но сходство ведь есть. Пышное гроздья белого, розового и малинового цветов – также украшение наших летних улиц. Мы сейчас там, где еще одна площадка. Для детей, конечно же. Смотрим вниз. В Израиле дети повсюду, и отношение к ним особое. Детям можно практически все, что не нанесет вред им самим и окружающим. Хорошо это или плохо? И то, и другое в зависимости от ситуации. Здесь тоже есть питьевые фонтанчики и туалет. Там фонтан, Лора. Мия, там фонтан. Пойдем посмотрим фонтан? Пойдем. В этом фонтане купаться нельзя, в отличие от фонтана в прошлом нашем видео. Таблички всем напоминают о запрете, но кто ж на них обращает внимание? Там, где вода, дети обязательно в воде. А здесь отпраздновали детский день рождения. Отпраздновали хорошо. А вот что после себя оставили. Ну вот вам напоследок и ложка дегтя. Ну вот и все. В заключение осталось только мороженое. Традиционная просьба поставить лайк и написать комментарий. А нажав на сердечко с долларом внутри под роликом, можно оставить платный комментарий, отблагодарив нас материально. Всем крепкого здоровья, благополучия всем вашим семьям. С любовью из Иерусалима, Павел, Лариса и Мия. Всем мирного неба над головой.